Черная маленькая птичка помогает слону прорвать абсцесс, но через пару дней происходит нечто шокирующее. Дорогие зрители, желаем вам приятного просмотра. В суровых реалиях засушливого сезона в кенийском заповеднике Самбуру, где палящее солнце иссушило землю до трещин, а жизнь едва теплится в редких лужицах, мы становимся свидетелями трагической истории. Огромный слон, измученный болью от большого, болезненного гнойника на передней правой ноге, медленно шел в одиночестве. Страдания лишали его сил, мешая добывать пищу и воду, и он неизбежно отставал от своего стада, превращаясь в печальный символ угасания. Его потухший взгляд и поникшие уши говорили о глубоком отчаянии и истощении. Но в этот момент надежды появился неожиданный помощник, черная птица с изогнутым клювом. Она с любопытством приблизилась к раненой ноге гиганта, словно изучая его беду. Птица наклоняла голову то в одну, то в другую сторону и с деликатностью коснулась клювом нарыва. Внезапно, с резким движением, она проткнула натянутую кожу, и из раны хлынула желтоватая жидкость, стекая на землю. Слон был поражен, но почти мгновенно ощутил, как резкая боль отступает, сменяясь облегчением. Он осторожно переступил, и давление под его ногой уменьшилось, хотя ноющая боль еще не прошла полностью. Птица продолжала свою работу, аккуратно выклевывая остатки жидкости и снимая накопившееся напряжение. В ответ слон медленно пошевелил хоботом, словно выражая свою признательность. Едва слышная трель птицы разорвала тишину, и она, взмахнув крыльями, устремилась ввысь. В ту ночь слон спал дольше обычного, чувствуя, будто спасение наконец пришло. Но надежда оказалась призрачной. Не прошло и недели, как рана вновь опухла, кожа вокруг налилась багровым, а мучительная боль распространилась по всей ноге. От раны исходил неприятный запах, сочился желтый гной, лишая слона возможности стоять или ходить. Слон был обречен лежать неподвижно у иссыхающего водоема, лишь изредка утоляя жажду, чтобы выжить. Палящее солнце нещадно жгло его спину, а вокруг раны роились мухи и насекомые, усугубляя страдания. Он замер в безмолвном ожидании, словно моля о чуде в пучине отчаяния. И чудо не заставило себя ждать. Утром, когда рассвет медленно разливался по саванне, два рейнджера, Сара и Дэвид, совершали обход высохших источников заповедника. Издалека они заметили огромное серое тело, лежащее неподвижно у кромки воды. Подойдя ближе, они увидели взрослого слона, страдающего от тяжелой раны на ноге. Его усталые глаза и прерывистое дыхание говорили о днях, полных боли. Сара склонилась над животным, проверила пульс и температуру тела. Дэвид же, не колеблясь, вызвал экстренную службу по рации. Затем они принесли чистую воду, осторожно вливая ее в хобот слона, чтобы тот смог сделать несколько драгоценных глотков. Издалека послышался звук двигателя, приближался спасательный автомобиль. Команда действовала слаженно и профессионально. Развернули брезент, подготовили веревки и начали операцию по подъему слона. Они помогли приподнять слона и погрузили его в специальную машину, сделав все, чтобы ему было удобно. Дэвид сел рядом с его головой, постоянно проверяя его дыхание и состояние. По прибытии на станции рейнджеров их уже ждал ветеринар. После тщательного обследования стало известно, что, к счастью, абсцесс не затронул кости. Были назначены процедуры дезинфекции и дальнейшее наблюдение. Медсестры провели очистку раны, удалили мертвые ткани и аккуратно наложили стерильную марлевую повязку. Слону оказали медицинскую помощь, введя антибиотики и препараты для снятия боли. Затем его перевели в просторный, специально подготовленный амбар. Пол был устлан сухой соломой, а крыша надежно укрывала от жаркого солнца.
Рядом поставили ящик с сеном и большой бак с чистой водой, чтобы он мог есть и пить, не вставая. Спустя несколько дней дыхание слона стало более ровным, и в его глазах промелькнуло отражение новой надежды. Сара и Дэвид, наблюдая за ним, не могли сдержать улыбок, когда слон впервые осторожно двигал ногой. Спустя неделю слон чувствовал себя достаточно хорошо, спокойно жевал сено в амбаре. Ветеринары увеличили рацион, добавив больше фруктов и овощей для скорейшего выздоровления. Ежедневно Дэвид выводил его во двор, чтобы тот погрелся на солнце. Теплые лучи касались его кожи, улучшая кровообращение и настроение. Он наслаждался прохладной водой, которую рейнджеры разбрызгивали по его голове и спине. Он мягко махал ушами от удовольствия, а кожа вокруг раны становилась крепче и чище. Кожа вокруг раны укреплялась и очищалась. Через месяц рана полностью зажила, не оставив и следа инфекции. Пришло время вернуть его в естественную среду обитания. Сара и Дэвид организовали специальную перевозку, аккуратно направляя слона по деревянному трапу. По дороге к равнинам он часто поднимал хобот, вдыхая родные запахи ветра. Дверь машины распахнулась, и он вышел, медленно вдыхая запах сухой травы и влажной земли. Полуденное солнце освещало его морщинистую кожу. Он издал глубокий, могучий звук, будто прощался и благодарил. Он уверенно сделал несколько шагов вперед, оставляя глубокие следы на мягкой земле. Сара и Дэвид, застыв, наблюдали за ним с гордостью и тихой радостью, осознавая, что спасли не только его, но и частицу дикой природы. Они осознавали, что даже если их пути разойдутся навсегда, незримая связь между человеком и животным будет вечной. Слон продолжил свой путь, и его образ постепенно растворялся в просторах лугов. Стая черных птиц, пролетевшая над ним, стала символом его возвращения к свободе. Вдали забрезжили тени других слонов, медленно приближающихся. Он на мгновение замер, приветственно взмахнул хоботом и ускорил шаг к стаду. Гул их переклички разнесся по равнине, нарушая дневное безмолвие. Теперь он вновь обрел свое место в великой семье, перестав быть изгоем. Ален и Дэвид вернулись на станцию, унося с собой это простое, но глубокое чувство счастья. Последние лучи солнца окрасили небо в завораживающие оранжево-розовые оттенки. Эта трогательная история о слоне и черной птице еще долго будет звучать у вечерних костров, напоминая нам о ценности каждого мгновения и о том, что даже в суровой пустыне доброта способна творить чудеса, возвращая свободу. Дорогие зрители, какие чувства вызвала у вас эта история? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч!